Доброе утро, мои хорошие! Хочу вас сегодня пригласить в мой сад-огород. 19 июня 2026 год. Начнем вот с чего. Хочу вам показать вот эту коряжину. И видите, это уже такое прямо разваливается все. Что это значит? А это значит, что вот это все я буду использовать для подкормки моих помидоров. Как я это делаю? Это у нас и углерод, и бактерии, полезные бактерии. У меня есть вот такая бадья, она большая. Вот если моя рука здесь рядом, да, понятно, что она очень большая. Даже не знаю, сколько здесь, 100 литров. Я собрала такие гнилушки и залила несколько дней назад водой. Добавила еще немножко сюда микоризы и бактерий. И вот еще добавляю водички. Видите, как пенится классно. И вот этим всем составом я наполню полностью весь этот бочонок. И всем этим составом я могу и опрыскивать мои помидоры. Сейчас вам покажу интересные сорта, необычные. Вы таких еще не видели. И поливать, естественно, поливать. Потому что секрет вкусных помидор не в том, что вы удобряете их тщательно химией всякой, а именно в работе бактерий. Будем делать органику в этом году. Потому что я уже года 3 как пытаюсь выращивать помидоры. И использовала я, естественно, сначала все вот эти советы. Покупала удобрения всевозможные. Но вкус и результат мне не нравился. А сейчас, давайте посмотрим. Значит, вот этот томат. У меня, сразу вот скажу, значит, у меня по вот этой стороне были посажены испанские помидоры. Часть из них зашла, но не все. По этой стороне я посадила так называемые биф. Разные тоже, по-моему, 3 разных сорта. Что-то из них взошло. Сажала я семенами в конце апреля. И в самом конце у меня 3 помидора я купила, тоже посадила в конце апреля, но уже посадила, они были сантиметров 20. И уже с помидорками были. Сейчас вам покажу. Сажаю сразу в грунт, потому что климат у нас средиземноморский, можно сказать, идеальный климат. Погода просто чудесная. Вот сегодня 19 июня. Ни жарко, ни холодно, тепло, комфортно. Затем я посмотрела на результаты, мне как-то не сильно понравилось. Некоторые, кстати, помидоры я повыдергивала, поудаляла, как бы корешки оставила, потому что взошли, вы не поверите, здесь было много компоста. И те семена, которые оказались в компосте, они взяли и взошли все. У меня здесь помидоры были прямо вот щеткой. Мне, конечно, такое количество не надо было. И непонятно теперь, какие у меня где помидоры. На следующий год я поставлю вот такие таблички, как самые последние мои помидоры я посадила. Вот здесь это испанские помидорчики. Их 2 штучки, видите? И я уже посадила вот такую, поставила метку, что это точно они. А так, не пойми, разбери, что за помидоры. Но давайте начнем. Вот здесь такие интересные кисти, ровные, идеальные кисти. И помидоры немножко удлиненной формы, напоминают рома-томаты. Вот это я точно не сажала, это из компоста. Красивый такой кустик, хороший. Помидоры у меня, я вот смотрю на них, несмотря на то, что много было компоста, они у меня не жируют. Поливаю я их только, может быть, раз в 3 дня. И поливаю я либо гуминовой кислотой, либо какой-то органикой, либо вот что-то такое полезное. Опрыскиваю периодически. Уже опрыскивала борной кислотой, опрыскивала... Так, Эш, это у нас
пеплом. Ну вот в кипятке его завариваю, потом развожу с водой, чтобы не обжечь ничего. И также проливала это все и молоком опрыскивала. Никаких заболеваний нет. Ну, надо сказать, что поскольку мы живем в Калифорнии, у нас нет дождей. Дожди у нас были когда-то зимой, все, они закончились. Давайте теперь покажу вам экзотику. Так, вот эти помидорки. Камера у меня, конечно, надо покупать новую. Такие хорошенькие. И это у меня, прочитаю вам, Sun Gold. Переведем как солнечное золото. Маленькие фруктовые томаты. Это я уже подсадила кустик. Дальше. Вот здесь будет интересный помидорчик. Такого вы вряд ли вообще такое видели. Видите? Green зебра, зеленая зебра. Желто-зеленые какие-то полосатые. Вот у меня, по-моему, 3 таких кустика. Цветет. Цветет хорошо. Так. Дальше неизвестно что. Ну, давайте посмотрим на... Так, ну вот тоже типа Рома томаты. Значит, я это не сажала. Следующая прелесть. Ну вот снова зеленая зебра. Так. А дальше очень похож вот этот вот красивый большой томат. Похоже на то, что я сажала. Биф, как он называется. Ну, как большие вот эти помидоры. Здесь какое-то загущение небольшое. Ну, ничего. Потихоньку я буду удалять листики. И они хорошо себя будут чувствовать. И здесь, видите, это у меня не теплица, а просто от животных. Такое сооружение. И защита от слишком яркого солнца. Так, дальше. Вот этот помидорчик. У меня вот здесь интересное, видите, какое огромное количество цветочков. Так, называется эта прелесть лимонные черри. Дальше. Здесь вот уже есть вон там помидорка. Много завязей, но тоже сильно правильные какие-то. Но вот этот очень похож на то, что я сажала. Смешно получается. Ну ладно. Вот эти 3 помидора, про которые я вам и сказала, что я их купила. Значит, 2 из них индетерминантные. Ну вот первый. Видите, там 2 больших помидора в начале сидит. Вот такое название. Так, камера меня подводит и не фокусируется. Давайте посмотрим. German Johnson. Такой вот мясистый томатик. А здесь вот рядышком это у нас мята, это у нас цитронелла. И вот они очень большие. Вот так, если в руку положить, целая получится рука. И они пошли у меня в 4 ствола. Ну, я думаю, ладно, пусть так и идет. Немножко зажировал вот этот. Ну, на мой взгляд. Уж больно, видите, толстоватая получается. Ладно, следующий помидорчик. Вот этот красавец. Он очень большой. Вот лежит. Это он еще не вызрел. Называется он... Вот этот у меня детерминантный. Somerset. Heat Tolerant Tomato. Сюда посажу вот так, чтобы было видно, что это. Я его вообще не трогаю. Он растет как хочет. Здесь вот маленьких много уже. Видите, появились. Наросли, прямо наросли на глазах. Ну, пусть растет. И тоже уже начинает созревать черный принц.
помидорчик. 3 внизу. И пошли они у меня. Вот этот у меня индетерминантный в 3 ствола. Тоже жирует. Но здесь когда-то было много компоста. Видите, как он зажировал. Мне, конечно, такой ствол не очень нравится. Ну ладно. Посмотрим, как он дальше будет. Здесь метка у меня сидит, но испанские томаты, вот сюда я посадила 4 семечка. Пока не взошли. Не знаю, взойдут или нет. Везде посадила, мы называем вот этот цветочек Marigold или бархатцы. И они у меня почему-то не очень хорошо растут, а еще их кто-то пожрал. Здесь у меня и мята, и другие там всякие. Вот это я точно не сажала, потому что идеальные кисти. Это вот из компоста, но пусть растет красиво. Видите, какая кисть красивая. Базилик. Сажала тоже много, но пожрали какие-то мошки. Осталось только 2 куста здесь. Из семян у меня почему-то не получилось базилик вырастить, поэтому пришлось просто купить готовые. Так, вот этот помидор сначала такой хороший был, тоненький стволик, а потом начал жировать. Толстоватый какой-то ствол. Ну ладно, посмотрим. Вот этот очень похож на испанский. Может быть, он такой и должен быть. Судя по цветочкам, похож он на испанский помидорчик. Мята у меня тоже здесь везде. А еще по краям, ну я уже обрезала, оставила только там внутри. Видите, как обрезала. Чеснок везде посадила, и хорошо, что так сделала. У нас тут, знаете, змеи. Бывают ядовитые змеи, бывают не ядовитые змеи. Ну вот, спасение от змей. Здесь у меня тоже вот помидорка. Надо подвязать. Они даже, видите, как вышли. 2 семечки. Рядом. Десяток я, видимо, удалила, а эти остались. Ну вот еще вылазят. Вот они вылазят. Видите, какие маленькие. Это я не сажала. Просто вылез помидор. Решил, что пора. Так, вот этот пошел. Сам разделился на 2 части. Ну, пусть растет. Посмотрим, что это такое. Этот похож. Похож на испанский, но пока не могу точно сказать. Нет, это точно не испанский. Уж больно идеальная кисть, ровная, видите? И слегка удлиненные такие томатики нет. Следующее это я покупала. Better Boy. Лучший мальчик. Ну, тоже такой крупный томат. Завязались уже помидорчики. Хотя само растение такое небольшое. Вот такой крепыш, такой хороший крепыш. Раньше я покупала Early Girl, называлась, ранняя девочка. Лучший мальчик я такого не покупала. Решила попробовать. Ну, здесь вот снова бархатцы зачухоморенные, но цветут. Здесь никаких помидорчиков не взошло. Ну ладно. Тоже непонятно какой помидор. Так, а это у меня уже, я знаю, что это. Вот так называется. 3 помидорчика. Parks Hopper Improved. Гибрид. И вот у меня их 3 такие крепыша. 3 крепыша. 1, 2 и 3. Ведут себя они хорошо. Так, ну и снова какой-то из компоста вылезший помидор, у которого немножко удлиненные, видите, помидорки. Да, камеру надо новую покупать. Камера не хочет фокусироваться.